Уверены ли вы, дорогие, так сказать, патриоты, вы называете себя патриотами, хотя, конечно, сильно заблуждаетесь в этом, что когда вы поддерживаете преступные действия, агрессивные, Весь мир в труху, но не сейчас. насилие на территории другой страны, Обязательно бахнет. что вы с этой страной, с этой родиной на самом деле, то, что вы являетесь ее частью, не думаете ли вы, что вас говорит стокгольмский синдром просто, что вы также находитесь в заложниках, что вы также находитесь вот в руках тех людей, которые захватили власть. Потому что власть не есть родина. Власть не есть та страна. Власть приходит, уходит. Я вам только что сейчас сказал, что власти бывают, вот они меняют друг друга. Надо смотреть как-то шире этого, больше всего этого. Почему-то вы уверены, тот, кто поддерживает. Ну, не за деньги, я имею в виду, а вот так чисто по-своему. Ну, из телевизора, да? Что вот эта вот власть, она как-то вам является какой-то родной, какой-то близкой, какой-то ментально вот близкой, да? И вы даже не можете себе представить, насколько они далеки от вас. И насколько вам, точнее им, на вас насрать. Вот просто все равно. Вы думаете, что вот эти сильные ребята, вот эти вот мощные ребята, ну, представьте, не знаю, вы в школе, допустим, да, прибились к какой-то там шайке-лейке сильных ребят, которые ходят, всех унижают, обижают, такие грозные, сильные. И вы такие к ним притерлись и такие бегаете с ним. С здоровым парнем и думаете, что он вас защитит. Думаете, что вот ваш родной, вот он ваш близкий. А в какой-то момент он просто вас куда-нибудь там подставляет или использует вас. А сами потом они прикалываются над вами, хихикают, смеются. Вот к чему все это приводит. Это вот безответная любовь. Без разума, без совести. Когда вы идете наперекор. Бодров это сказал, не Бодров. Но даже вот в его фразе, в его цитате, Как бы даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип, он очень старый, очень примитивный. даже говорит, если война это неправильная, и неправедная, и несправедливая, понимаете, то есть совесть-то говорит, что неправильно это, несправедливо. Простой принцип, он очень старый, очень примитивный, очень примитивный, очень примитивный. Но смелости вот пойти вопреки общественному мнению не хватает. Поэтому нужно набраться мужества, признать. И вот этот страх, который внутри вас есть, который мешает вам признать эту правду, даже самому себе признаться, то, что вам совесть говорит, вообще-то неправильно это, вообще так нельзя. Вот. Она прячется такими словами, как народ, за такими словами, как патриотизм, за такими словами, как родина. Хотя этими словами жонглируют эти вот манипуляторы и пытаются вас как-то там разводить, обманывать, стравливать. Я согласен, конечно, что вот пишут некоторые комментарии, да, воюют, конечно, вот, люди против людей, так и есть. А политики, да, довольно-таки потирают руки, хихикают, смеются. Но в этой потасовке, почему вы думаете, что Путин и Лавров на вашей стороне? Вот вы на их стороне, а вы думаете, они на вашей стороне? Я абсолютно уверен, что нет. Потому что, вы можете по делам их посмотреть, да? Судите по делам их. Что они сделали для страны вот в последние вот эти годы? Что до войны хорошего? Опять я как-то немножко с политическим пафосом таким уже не хотел я на эту тему сильно так педалировать. Хотел немножко по самообороне все-таки поговорить, больше про самооборону. Но так или иначе, я же читаю ваши комментарии, как-то на них реагирую. Мне пишут зрители, мне пишут мои ученики. Я вот буквально сегодня утром написал моим старинным ученикам, чтобы они высказали свое, так сказать, мнение, свою, так сказать, позицию. Лично мне, я без указания имен, так сказать, все. Вот, и меня очень порадовало, потому что мне интересно, как мои ученики, которых я тренировал много лет назад, тренировал достаточно долго, что у них вот сейчас происходит в голове, вот, в душе, какие они чувства испытывают при этом, когда они это все видят, то, что происходит. И мне интересно, тому ли я их учил, правильно ли мы друг друга понимали, правильно ли меня понимали мое учение. Это помните, как фильм «Фанат» есть такой советский, где Серебряков играет? И когда там главный герой Серебрякова, после армии, после всего вот этого, да, он такой нахватался, стал жесткий, суровый, я прекрасно понимаю, как, вот этот контекст, сам таким тоже был. Вот, и он выступает на каких-то там боях, без правил, кого-то там бьет жестко, нарушает правила, там бьет ниже пояса, добивает лежачего.
И там появляется, значит, его старинный сенсей, старинный тренер бывший. И он ему такой говорит фразу такую: «Я тебе, говорит, этому не учил». Хорошо отработал. Твоя школа. Этому я тебя не учил. И уходит. Так немножко разочарованно, сокрушенно, понимаете? И сейчас, когда я вижу вот эти вот, ну, поддержку какую-то, такую оголтелую, просто я вижу, как солдатики, вот эти Урфюна Джуса, деревянные солдатики, которые не знают, что они просто идут строем в печку, в пекло, что командованию все равно на них. Воевать самому – это совсем не то, что смотреть на поле боя с холма, как генерала. И что, в принципе, если вы читаете историю, изучаете, так было всегда. Так было всегда. Русские бабы нарожают. Катастрофа. Катастрофа. Очень жаль, что так происходит. Довелось же, да, дожить до этого. Простой принцип, он очень старый, очень примитивный, очень примитивный, очень примитивный, очень примитивный.